I won't soothe your pain. I won't ease your strain. I seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See right through you anyhow. I seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See right through you anyhow. Ну что, всем привет! И сегодня у нас на обзоре Что мы видим? Вот это вот автомобилем называется. Это ВАЗ-2101. 011. Да, такая же тачка, которую мы снимали в предыдущем обзоре, но только немножечко... Чуть-чуть устала. Чтобы вы понимали, она помоложе на 10 лет, чем Вовина машина, но ее состояние оставляет желать лучшего. Где бы она ни находилась, она либо попадает в аварию, либо у нее плохие тормоза, либо она едет боком, либо она просто не едет. Ее 4 состояния. В общем, давайте подойдем поближе и ознакомимся с данным транспортным средством. Побоюсь сказать это слово. Начнем, наверное, с офигенной выхлопной системы, которая сделана из выпускного коллектора. Там все приварено на трубках, очень все жестко, очень офигенно. Есть спортивные замочки. О, смотрите, как на спорткаре настоящем. Здесь, наверное, вот так. Да, здесь у нас есть абсолютно все для ремонта. Есть даже, если нам нужна прибавка мощности, мы ставим нулевик. Если нам нужна музыка, то есть мы поехали на природу, у нас есть динамики, только я не знаю, есть магнитола или нет. Сходим, посмотрим. Если мы захотели потаксовать, мы просто берем шашку. Да. Деньги на бензин уже есть, заработали. Багажником, я думаю, мы закончим. Перейдем в более интересные. Давай, что ты не умеешь замки закрывать? Это раритетный автомобиль, здесь нужно все делать аккуратно. Задняя часть автомобиля, где ездят пассажиры и молятся пяткой. Да, здесь у нас опять же все для ремонта, все для эстетики, чистоты. То есть можно даже, есть тонировка, есть шампунь какой-то, то есть можно затонироваться в любой момент, если вас раскатали копы. Шумоизоляция, да. Сюда сними. Смотри, все в шумке, то есть все герметично. Ты не забыл? Это вообще-то вибра. Ну, вибра. Да. Вибра, да, все герметично, но кроме потолка, наверное. Ну и обшивок дверных, то есть, ну, нету ничего практически, зато есть вибра. Передний. В общем, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем абсолютно ничего. То есть у нас есть бардачок, то есть здесь есть что-то. Да, даже лимонадик есть, можно пропить, да. Но если вам не хватает бардачка, есть офигенное потайное место, где можно прятать даже документы. Здесь есть все самое необходимое. Это зажигалка, отвертка плоская, болт на 13, кстати, Необходимая вещь в этих автомобилях. Да. Какие-то таблетки, если у вас, не дай бог, что-то случилось с дороги, то есть есть даже аптека, полный фарш, подсветочка в салоне, чтобы пассажир не заблудился в ногах. Перейдем к водительскому месту. Да, и сразу же, что мы видим? Сидушечка немножко просела, но хозяин не расстроился, он подложил сюда. Ого, тут даже есть отверстие. Хорошо, что здесь нет унитаза. Здесь есть подушечка, которой мы закрываем данное отверстие и присаживаем сюда свою попу. Но здесь, как всегда, просто дичь. Я когда подъехал, я первый раз не смог, с первого дубля не смог выйти с машины, потому что у нас нету никаких ручек, и нужно было дергать вот эту штучку.
Стеклоподъемники тоже не работают, но зато работают форточки, то есть можно ехать спокойно, комфортно курить. Да. Ну, защелок у нас, как всегда, никаких не предусмотрено. Безопасность. По проводке... О, там нифига 10 рублей старый. Когда-то я ездил на Жигулях, это офигенная копилка, то есть это не думать, что это предохранитель, это копилка. То есть, когда у тебя сгорают предохранители, ты вставляешь туда 2 монеты по 10 и 1 монету 5. И когда это все вместе собирается, ты едешь в магазин, покупаешь пачку предохранителей за 25 рублей. То есть очень эффективная вещь. Да, здесь никакой изоляции, все торчит, все болтается. Еще хозяин нам подсказывал, что если не работает датчик температуры, что нужно сделать? Надо ее отодвинуть и засунуть сюда пальчик. Вот так вот ее подвигать, и она начинает работать. Если у нас отказывает топливный датчик, мы просто стучим, и все начинает работать, функционировать. Есть даже ночью здесь 2 лампочки зеленые, спортивные, то есть для лучшего обзора. То есть с места мы уже 140 идем, 150, простите. То есть тачка просто огонь. Коробка включается на удивление. На удивление она включается. Чтобы перейти в подкапотный отсек, то есть замок мы уже сняли, то есть тут висит... Не, у кого замок? Показать. Не отдам. Где? У меня замок, не отдам. Ну ладно. Здесь, то есть, висит амбарный замок. То есть, опять же, все спортивное, все модное. Нету никаких есть. Хозяин подсказывает, что есть. Но эта конструкция, мне кажется, очень ненадежна. То есть обратите внимание на эти амбарные навесы, то есть они усилены, проварены просто. Тут есть даже куски проволоки с полуавтомата сварки, то есть ничего не отбивалось, все просто приварено. Недавно был замят капот, телевизор, и радиатор просто ушел в двигатель, но поскольку он был не прикрученный, радиатор сломался, он используется уже вторично. Я бы сказал пятерично. Вторично, да, скорее всего. То есть нет никаких фильтров. Этот провод мне подсказали, что это вентилятор охлаждения. То есть здесь не как на обычных Жигулях, чтобы то есть функционала очень много. Если мы хотим попить, мы просто заложим сюда водичку. Да. Ну, я тебе просто слов нет. Это просто пушка. Я внесу небольшую коррективу. Эта машина пропагандирует именно стиль боевой классики. Все, что бы здесь не было, оно либо сломано и починено на коленке, либо не сломано просто потому, что нечему ломаться. На самом деле, этот автомобиль вызывает больше шока, нежели какого-то наслаждения. Но, я повторюсь, она делает то, что она должна делать. Она дает эти эмоции, когда ты на ней наваливаешь. Да, здесь стоит заварка и отрезан нахрен задний контур. Задний привод, заварка – это единственное идеальное сочетание для зимы именно на Жиге. Самое, что такое прикольное, что люди оборачиваются, смотрят на этот дикий выхлоп, когда он идет боком, просто валит. У нас еще имеются быстро крылья. Они пластмассовые, они легкие, они... Ого, офигенные. Ну и отдельное внимание у нас заслуживает оптика. То есть это какой-то софит, да, по-моему, или что это? Это фара. По-моему, это даже строительный софит. А это лампочка, что это? Поворотник. Это поворотник, да. Ну, белого цвета, но будем знать, что это поворотник. Это всегда сатанизм. То есть фара надежно прикреплена. Но она, по крайней мере, не уваливается. Да. И спереди также имеем быстросъемные гири. Грунтовочка есть. То есть практически ничего. Бобры не съедят, а если съедят, то только когда холодно будет. У нас еще имеется вторая выхлопная система. То есть, да, тут пока снег, но хозяин нам говорил, что если отвалится труба, которая находится сзади, это все быстро перекидывается и выхлоп получается сбоку. Но она ревет очень сильно. Я попал на тот момент, когда она работала. Слов нет. Одни эмоции очень положительные, приятные. Слушайте, как она ревет, это просто нереально. То есть, какой еще субарист похвастается таким выхлопом? Сейчас не напишут нам комментарий. Этот автомобиль яркое воплощение именно того,
Как люди ненавидят эти автомобили. Это, наверное, единственное, что всегда вызывало негатив у людей. Мне кажется, это эти машины ненавидят людей, потому что они с ними так обращались. Да. Это просто машина для пыток. Возможно, будут ставки, чтобы вы понимали, мы 20 минут колдовали, чтобы ее просто завести. А у хозяина это каждое утро практически, если он хочет куда-то выдвинуться. Потому что ему это нравится. А раз ему это нравится, он готов этим заморачиваться. Я свечку поменяю та, которая не работает, и вы поедете. А то есть сейчас одна свечка не работает. Либо две. То есть это как бы нормально. Одна, либо две. Ну, сейчас одна не работает или две? Либо одна, либо две. Там непонятно просто иногда бывает. Ну да. Ну ладно. Что бы мы хотели сказать? Прокатались я покатался, Вова не стал на этой жиге. Он прям чуть-чуть совсем, 5 метров. Короче, машина прям пушка-колотушка, рот ей компот. Но на самом деле это очень страшная Это транспортная машина для самоубийств. Для самоубийц, я бы даже сказал. Если вы желаете очень эффектно покончить жизнь самоубийством, пожалуйста. Но напоследок, что бы мы хотели сказать? Что? Что? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В колокол, в колокол! Гуляет, а вправо-влево от тебя съебывается. Скорость ищу, блядь, хуяк не попал. Я, блядь, повторно вторую хуяк попал. Только со второй попытки там скорости находятся. Руль, блядь, 4 оборота от края до края. И это нормально, говорит хозяин. Охуеть просто.